дела. Всем привет, ребята, с вами Дмитрий Шиле. Снова собрал рюкзак, и сейчас я нахожусь на станции Лось. Здесь находится сортировочная станция, как вы уже могли видеть в начале этого ролика. Мне немного не повезло, я упустил товарняк, мне буквально 5 минут не хватило. Вот я спрыгнул здесь с электрички, и вот уже сортировочная станция. И товарняк ехал на очень хорошем ходу, и мне не хватило буквально 5 минут. Но ничего страшного, расстраиваться не стоит. Времени у нас еще вагон и маленькая тележка, поэтому сейчас я буду выжидать. Если повезет, отсюда я смогу уехать на восток, либо на северо-восток, а конкретно, опять же, в сторону Владимира, Нижнего Новгорода, либо в сторону Ярославля. Вот, ребят, сразу говорю, это будет небольшой трип, тут не будет такой эпопеи. Еду в первую очередь для того, чтобы отснять нужный мне материал. Дело в том, что я сейчас снимаю небольшую короткометражку. Сейчас я в первую очередь озадачен именно этим вопросом, чтобы отснять нужный мне материал, поэтому трип может в любой момент прерваться, и я, в принципе, не рассчитываю ехать надолго. Вот. Погода сейчас хорошая, и поэтому я решил зря не терять времени и отправиться куда-нибудь. Ребята, путешествие началось не с легкой руки, впрочем, как всегда. Уехал мой товарняк, они, к слову, здесь не очень-то часто ходят. Наверное, раз в 2-3 часа примерно, судя по моим подсчетам. Вот, и еще, как оказалось, я оставил дома очки. Это тоже сильно усложнит задачу. Стоит там маневровый состав, больше ничего там не вижу сейчас. Ну, может, что подцепят, конечно, в ближайшее время. Сейчас еще подойду поближе, посмотрю, может быть, там стоит состав какой-нибудь готовенький. Едет товарняк в обратку. Блин, какого черта? Я же точно помню, что положил. Главное, картошку взял, воду взял. Повербанк вроде бы все взял. Но очки не положил почему-то. Но я же помню, что положил. Какого черта? Когда я только-только начинал этим заниматься, ловил здесь состав, ехал на хорошей скорости, практически минимальной. Короче, в яму какой-то провалился. Там на путях. Возле путей там была какая-то вырытая яма, я не обратил внимания и, в общем, провалился в нее. Это было неприятно, особенно когда только-только начинаешь. Вот. Так, вон состав, вижу, стоит какой-то. Я забыл упомянуть о том, что эта станция очень хорошо охраняется с обеих сторон. Вот, и головы стоят здесь. То есть тут ничего, понятное дело, нету никаких постов. Все посты уже непосредственно у состава там. Попробую сейчас залезть тут посмотреть. Блин, как же хреново, без очков, ничего не вижу, блин. Вроде подцепленный. Все посты уже начинаются вот буквально здесь вот. Тут уже локомотив. Мне нужно идти куда-то хотя бы к середине, а там везде стоят посты. Вон уже первый стоит, тут уже второй. И если и пытаться брать его, то на догоне здесь вот уже. Либо идти пытаться где-то там пробраться. Но это, я не знаю, в общем, очень рисково. Вообще изначально моим планом было сесть на уже готовый состав и затаиться. Вот. На догоне брать здесь очень-очень рискованно, особенно в такое время сейчас. Стоит состав.
Попробую сейчас обойти станцию вот так вот и где-нибудь там залезть и ждать. Как видите, ребята, прошло вот не больше месяца и все вернулось. Тут просто повсюду палево. Вон РЖДшник стоит. Там будка охраны. Сука, быстро едет. Фух, короче, я не смог его догнать. Был очень короткий состав и как-то быстро дал ходу. Очень плохо дело, ребята. Не получается уехать пока. Короче, подъехал еще один локомотив. Я попробую еще раз догнать состав. Если не получится, то поеду дальше на электричке куда-нибудь ближе к области, потому что здесь очень-очень сложно. И обойти я никак не могу залезть, потому что все охраняется по жести. Вот. Если не получится догнать сейчас состав, или он будет какой-то, или может там цистерна, я просто не вижу, там что там, полувагоны, не полувагоны, в общем. Придется поехать дальше на электричке. Я нагнал товарняк, остановился здесь. Повезло. Фу, жесть. Мне так нормально пришлось пробежаться. Вон от тех столбов. Я думал, не успею, он двинет. Вот так вот, ребята. Очень трудно даются съемки. Посмотрим, что там внутри хотя бы. Пустой, отлично. Сука, лестницы нету. Тут тоже нету, бля. Вон там есть лестница. Может, на хопперах поехать. Тоже вариант. Поехать поснимать. Блин, не знаю.
только я спрыгнул. Поехали. Давно я не катался. Целый месяц прошел. Я уже так успел соскучиться. Добрые. Красотища! Какая красотища! Поснимать немножко ракурсы. Солнце садится уже. Сейчас через полчаса уже будет совсем темно. Так. Трогаемся. Бля, не знаю.
едем на хоппере. Ныкаем рюкзак.
Отлично, отлично. Офигенно. Я, короче, сейчас конец пересяду. Как хорошо, что он затормозил меня. Вохры могли увидеть. Там стояли на станции, я не знаю, блядь. Это, конечно, маловероятно, но они глазастые, блин. Фу, я не жалею, что сел на хоппер. Не жалею вообще ни капли. Я столько материала крутого я снял. Сейчас хочу в последний вагон сесть. Блин, я уже думал, он поехал. Жалко, солнце уже село. Сейчас не получится уже отснять супер классные кадры, ибо свет решает многое. Перспектива прокатиться в последнем вагоне мне очень доставляет. Очень часто состав останавливается, очень медленно едет, но мне только на это на руку. Давно хотел в последнем вагоне прокатиться, давно мечтал. Бля. Здесь тут есть лестница хотя бы. Сука. Тут лестницы нету вообще. Сука. Нет, не вариант, я не вылезу вообще отсюда. Жалко. Где мы вообще, блин? Блин, жалко, в последнем вагоне нет лестницы, тут есть. Я посмотрел. В общем, ребята, я вам не сказал, но я снова поехал на восток. То есть я еду сейчас по этому же маршруту. Это реально очень комично. У меня не входило в планы ехать по этому же маршруту. Я думал, ну, поехать для разнообразия, взять какой-нибудь другой. Но получилось так, что я снова поехал сюда. Однако в прошлый раз сесть на товарняк мне удалось только во Владимире. Погоди. Быстро он что-то как-то... Так, тут лестницы нету. Погоди, погоди. Быстро он как-то... Блять. Только проехал, блядь.
О, да, детка! Здорово! Состав хороший попался еще такой. Вохры стояли, блядь. Очень красиво. Так, ну что, пора слазить. Капец. Все, надо слазить. Далеко он уехал. Я уже гонял по этому маршруту. Обычно он затормаживает еще очень задолго до станции. Фух. Ну что, идем ставить палатку. Все как старые добрые. Расположился на ночлег. Прохладненько, должен признаться. Прохладненько немного. В своей новой палатке. Свою старую я оставил во Владивостоке. Вот, ребята. Сейчас буду кушать. В палатке всегда так уютно. Вот, я, конечно, жалею, что не взял с собой газовую горелочку. Сейчас бы сделал бы себе горячего чая. Прям очень хочется горячего чая выпить. Вот. У меня тут есть бутербродики, картошечка,
Сейчас будем кушать. Конечно, все холодное придется есть, но это лучше, чем ничего. Блин, очень не хватает чая. Бутерброд с курицей. Интересно, как сегодня будет ночка. Я пока дошел до сюда, так нормально замерз. Обещаю 10 градусов ночью, но судя по тому, что у меня шел пар изо рта, пока я шел до сюда, значительно ниже температура, похоже. Но в палатке пока нормально. В палатке вроде нормально, тепло. Пар идет небольшой изо рта, но у меня свитер теплый с собой. И довольно-таки теплый спальник. Место такое не совсем удачное. Большое количество воды рядом. Я, короче, немножко лоханулся и забыл взять штаны из дома. Походу придется спать в джинсах, либо в трусах. Но в трусах, я думаю, прохладно будет. А джинсы все черные от товарняка. Я в замешательстве. Вот. Расположился я на окраине города. Видите? Люди еще не спят, горят фонари. А вон там светит красная оранжевая луна, такая зловещая. Давайте, она спряталась за деревом. Высыпали звезды. Ясное небо, звездное. И моя роскошная палатка. Сейчас через недельку уже ударит холода. И выбраться вот так вот не получится. Больше в этом году, если только не на юге где-нибудь. Ладно, пойду спать, ложиться. Завтра поеду домой. Доброе утро. Ой. Должен признаться, ночка была прохладной. Очень высокая влажность. У меня все стенки палатки мокрые. Давайте посмотрим, что там вообще за окном-то. Солнышко вроде светит. Господи, как же у меня ноги болят. Ребята, месяц прошел всего. Потерял хватку. Организм уже расслабился. О, красиво здесь. Вон, видите, там церквушки стоят. Вон сразу 3 подряд. Фу. Холодная была ночка. Что, конечно, место не очень удачное для ночевки я выбрал. Я не знаю, вот там может быть какие-то болота или что-то вроде того. Посмотрите, вся трава мокрая, все мокрое. Вот, это при том, что 20 градусов обещают сегодня. Вчера было 22, по-моему, даже градуса. Ночью было, судя, ну, если верить синоптикам, было 10 градусов ночью.
Но судя по тому, что, судя по пару изо рта, было гораздо меньше температура. О, я отвык уже спать в палатке на твердом. Спина болит. Чувствую, что не доспал. Конечно, быстро хватку теряешь. Вот еще как каких-то там 1,5 месяца назад я спал как миленький, высыпался, чувствовал себя отлично. Сейчас уже, конечно, все по-другому. Собрался, иду в сторону путей. Вот, я проспал электричку. Следующая электричка через 4 часа, то бишь в 1:30 в обед. Вот, не знаю, что сейчас буду делать. Похожу сейчас по окрестностям, поснимаю еще на пленку. Может быть, какие-то прикольные места найду, еще поснимаю. Вот. Кто-то может подумать, типа, вот он что-то уже в Подмосковье, как-то оказался в Москве и так далее. Ну вот, ребята, рассказываю, что я успешно добрался до Владивостока, и не переживайте, все видео выйдут на канале Дмитрий Шиле, и просто нужно подождать, всему свое время. Вот, смотрите, что нашел. Не знаю, что это такое, но такие места я люблю. Тут был что-то сатанисты какие-то. Что это за вода? Откуда она здесь? Место атмосферное. Смотрите, от и до самодельная лавочка. Тут вон, видите, гвозди все специально подбирали, подгоняли ветки, подпиливали. Кто-то постарался на славу. Давайте я посижу здесь немного. Не зря же делали. Вообще странное местечко, конечно. Очень жарко. Сейчас 11 часов. Уже так печет. Поразительно. Чтобы вы понимали, вот неделю назад на улице было что-то около 10 градусов и дожди шли. Блин, вчера очень сильно натер себе ногу. Я поехал в кедах. Ну, вернее, в том, что от них осталось. Просто невероятно натер себе ногу. Я даже ходить не могу толком. Очень больно. О. Даже ботинки себя как-то лучше показали. Проехал всю Россию в ботинках, в Тимберлендах. И ни разу не было никаких мозолей, ни разу не натирал ничего.
прикиньте, просто кусок земли валяется на путях. Не поддается. Ну а так-то отличное местечко, если нет палатки. Можно здесь перекантоваться. Спасет от дождя крыша. И самое смешное, что еще ни одного товарняка не проехало в мою сторону. Иду на станцию. Электричка через час. Уже полдня торчу здесь. 3 электрички ходят в день отсюда до Москвы. Полная жесть. Мне очень нравится этот вокзал, он никак не закрыт, то есть я просто зашел спокойно, даже перелезать не пришлось. Стриж. Слушай, это на Москву поезд? Да.